Каждый день человек играет десяток непохожих на предыдущие ролей. С утра это может быть роль жены, ребенка, покупателя в магазине, посетителя банка. Игры могут меняться, может решать проблемы небольшой фирмы, либо наоборот, огромной корпорации. Кажется, что управлять таким количеством сценариев адекватно невозможно. Но на самом деле все отработано на бессознательном и основано на отработанных годами рефлексах. Наблюдая за поведением человека, психологи пришли к выводу, что сущность человека разделяется на 3 составляющих. Это взрослый, ребенок и родитель. Взрослый логичен, рационален и разумен. Однако взрослый – это самое неустойчивое эго-состояние. При каких-либо психологических проблемах человек забывает о том, что он взрослый. Если бы мы были всегда в состоянии взрослого, мы бы были все одинаковы, действовали одинаково, смотрели на жизнь одинаково, без эмоций, без чувств. И поэтому в этот момент вступает следующих 2. Эго-состояние родителя у человека формируется, когда он смотрит на свою семью и впитывает взаимоотношения матери и отца. В структурном анализе выделяет 2 состояния родителя. Это критикующий и заботящийся. Критикующий родитель выстраивает наше социальное поведение, запрещает совершать аморальные поступки, заставляет выполнять обещанное, так сказать, показывает нам рамки совести. Также он дает отпор обидчикам, выражает свое личное мнение, отстаивает свою позицию. Заботящийся родитель позволяет нам жалеть себя, прислушиваться к своим чувствам. Каждому человеку необходимо воспитывать его в себе, чтобы не выгорать на работе, учебе и не допустить социального выгорания. Самое интересное и эмоциональное эго-состояние – это ребенок. Тут как раз и появляется хобби, незаурядность. Но у этой части отсутствует логика и чувство страха, что может приводить иногда к плачевным результатам. У ребенка огромный спектр эмоций, от душераздирающей печали до щенячьего восторга. Состояние ребенка тоже делится на 2 подвида – естественное и адаптивное. В естественном ребенке зрелого человека заключается импульсивность, эмоциональность, желание настаивать на своем и стремление к удовольствию любым способом. Адаптивное дитя ведет себя в угоду родителю, то есть ведет себя так, чтобы получить похвалу, одобрение. В идеале именно взрослый должен решать, когда выпускать на свет ребенка либо родителя. В случае, если одно из эго-состояний стремится к доминированию, происходит личностный дисбаланс. Например, когда родитель перекрывает взрослого, мы наблюдаем закрытого человека, склонного к постоянному самоконтролю, жестким принципам и строгости. Итак, важно соблюдать баланс и переключаться вовремя с одного состояния в другое. Проблемы состояния родитель могут даже идти из убеждений из прошлого. Это слишком чрезмерная гиперопека. Это критика там, где она не должна быть. Это всегда, когда бьешь себя по рукам, когда что-то хочется. Гипертрофированный ребенок – это безответственный
Человек, который хочет мгновенных увлечений, развлечений и веселья. Ребенку сложно концентрироваться и долго удерживать внимание. Если в нас ребенка мало, мы наоборот теряем способность загораться, что-то хотеть, желать. Подавленный ребенок – это отказ от эмоций, что приводит к обидчивости и требовательности. Человек, который игнорирует свою детскую часть, готов сопротивляться и спорить по любому поводу. Для окружающих это выглядит как неадекватность. На самом деле это попытка уравновесить подавленные состояния. Обидчивость – типичный признак бунтующего ребенка. У него постоянно есть ощущение, что его не ценят, постоянно критикуют. И он очень зависим от чужого мнения. Поэтому такое состояние приводит к такой теме, как самооценка и ее стабильность. Разумное и спокойное поведение, здравая оценка свойственно далеко не каждому. Взрослого обычно мало. Однако взрослого можно развить и сделать полноценным. Наблюдая за тем, какая из ролей в данный момент в нас доминирует, мы приблизимся к возможности слышать себя и поэтому делать адекватные выводы. Потому что мы, в принципе, можем осознанно управлять нашими ролями. Итак, подведя итоги, нормально включать в себя ребенка, чтобы порадоваться жизни, родителя, чтобы позаботиться о безопасности, взрослого, чтобы взвесить все за и против.